Всем привет, меня зовут Нина Заславская. В этом выпуске я хочу вас познакомить с очень талантливой феечкой, которая делает очень красивые пудровые пушистые бровки. Это мастер моей студии Лейсан. Ну а вы пишите в комментариях, понравился ли вам этот выпуск. Приятного просмотра. Всем привет, меня зовут Лейсан, я мастер перманентного макияжа в студии Permanent Expert. В сегодняшнем видео я хочу вам показать, что пудровые воздушные брови можно сделать на короткоходе. Ко мне пришла моя клиентка, которая у меня уже была на процедуре первичной, и сегодня мы будем выполнять коррекцию. Сейчас вы можете посмотреть, что после первичной процедуры прям такого плотного остатка, яркого, ожидать не стоит. Особенно это касается начинающих мастеров, которые думают, что после первичной процедуры брови должны быть прям супер яркие. Это не так. Тем более, если вы нацелены сделать прям такие натуральные воздушные брови. Сейчас первым делом мы немножечко подщипаем брови, чтобы у нас была такая чистая картинка, и приступим уже к самой процедуре. Убираем такие прям черные волоски, которые портит, так скажем, всю картинку. Вообще моя клиентка Елиночка, она на первой процедуре прям пришла ко мне и говорит: Лейсан, я не хочу яркие брови, давай поестественнее. И остаток у нас, соответственно, такой прям натуральный. И уже после того, как у Елины сошли корочки, она мне пишет: Лейсан, что-то ничего нету, как будто бы. Но это совершенно нормально, потому что за неделю, пока корочки сходят с бровей, клиент очень сильно привыкает к вот этой яркости, и ему уже не кажется, что они там какие-то слишком большие, слишком широкие, слишком яркие. Клиент быстро привыкает, и потом, соответственно, после схода корочек цвета не хватает. Это нормально, на коррекции это все дело добавляется, и уже мы можем работать смелее, то есть сделать и уже поярче брови. Главное не переборщить. Дальше я приступаю уже к такой наметке эскиза, так как у нас уже форма имеется, мы ее видим. Я намечу такие чисто главные линии. Для этого я встану лучше, чтобы прям лицо в фас видеть. Одна из самых главных линий — это у нас ось симметрии, начало брови. Наметили начало брови. Далее намечаем наш изгиб и хвостик. Хвостик никак не должен быть длиннее, больше, чем наше тело брови. Оно примерно 2 раза должно укладываться, даже где-то 2,5 раза укладываться в теле брови. Это нужно учитывать. И на другой стороне я проделываю то же самое. Так как я это делаю лежа, я себя проверю с помощью такого циркуля Леонардо, называется, очень удобная вещь. Намечаю, значит, от начала и до конца. И у нас как раз изгиб тоже читается. Так, вот так, все нормально. Дальше я прорисовываю нижнюю линию, нижнюю границу, чтобы уж точно не ошибиться, так скажем. Хвостики наши, кончики брови, они никак не должны уходить вниз. За счет этого у нас и взгляд он падает сразу. Мы должны ориентироваться на уши нашего клиента и смотреть, чтобы хвостик, он по направлению был ближе к вершине нашего уха или же к середине. Вот что-то так, но никак не вниз. Вот такой эскиз у нас получился, прям такой максимально минимальный, так скажем. Но если вам тяжело только по такому эскизу ориентироваться, конечно, даже на коррекции вы можете себе позволить полностью прям эскиз отрисовать карандашиком, прям чтобы все было четко, ясно, и главное, чтобы вам было понятно, что вы делаете. Так, и приступаем уже к самой работе. Как я сказала, процедуру я буду выполнять на короткоходной машинке компании Defender модель Onyx. Она очень классная, она мне нравится, такая прям компактная, маленькая, легкая и классная в работе. Картриджи и иголочку я возьму компании тоже Defender. Конфигурация иглы 3001, заточка LT.
Пигменты я взяла в компании Hanafi, замешала 2 цвета, так как моя клиентка, она довольно-таки такого теплого типажа, так скажем, у нее теплая кожа, волосы тоже довольно теплые, поэтому я замешала номер 4 и номер 3. В процентном соотношении где-то 70 на 30. 70 это у нас троечка. Теплого цвета обязательно должно быть больше, потому что при заживлении данные пигменты, они дают такую холодинку. Соответственно, берем теплее, чем надо. Вылет иглы я настраиваю прям такой минимальный для пудровых бровей. Ну и, соответственно, у меня короткоход, поэтому миллиметр где-то, может быть, 1,5, где-то так. Выполнять процедуру я начинаю с хвостика, так как это одна из самых темных зон нашей брови, и намечаю себе такую аккуратненькую линию, от которой я уже буду растушевывать. Я ее себе наметила, иду таким быстрым шагом, быстрым и коротким, чтобы у нас прокрас был прям плотненький-плотненький. Хвостик брови, особенно вот этот вот нижний уголочек, он у нас не должен быть таким прям заостренным, как треугольник. Его нужно распушить тоже максимально. Для этого я не иду только одним движением, то есть вверх-вниз вот так маятником. Я иголочку немножечко вот так выворачиваю, можно сказать, и такие более уже вертикальные движения относительно брови делаю. Перед процедурой я не использовала первичную анестезию. После первичной анестезии кожа становится более рыхлой, поэтому, когда делаешь пудровые брови, это даже плюсом, потому что на сухую прям кожу пигмент намного лучше укладывается, он прям рассыпается, как будто бы вот эти вот пикселя очень хорошо видно. Тем более, что первый проход, он, как правило, очень довольно быстро делается, но торопиться не стоит, потому что первый проход – это 80% вашей работы, от него зависит все. Потом уже после вторичной анестезии там идут чисто декорации такие. То есть мы там уже будем намечать тени, где-то акцентировать внимание. Вот, я уже подхожу к нашему изгибу. Здесь я также намечаю себе линию и от нее уже поднимаюсь. Тоже таким же прям плотненьким, коротким ходом. Выполнять пудровые воздушные брови вполне возможно на короткоходе. Единственное, нужно правильно выставить себе вольтаж, вылет иглы, это очень важно. И тогда уже у нас получатся такие прям пикселя-пикселя. Но ни в коем случае нельзя стоять на одном месте долго. Или, например, если у вас слишком такой большой вольтаж выставлен, обязательно получатся такие прям линии, никакой россыпи не будет. Есть такое мнение, но это факт даже, я бы сказала, что на длинноходных машинках при выполнении работы именно воздушной какой-то пикселя получаются прям такие яркие, выраженные. Ну, это действительно так и есть, но я сегодня на короткоходе, поэтому в конце процедуры посмотрим, получится у меня сделать такие прям модные воздушные брови или нет. Когда я подбираюсь уже к вершине наших бровей, я прям уже размахиваюсь так, чтобы у нас вот это все не было в одну линию, не было плотно, потому что все равно вот эта верхняя часть брови, она должна быть прям такой воздушный-воздушный. Обязательно при выполнении любой работы, когда вы делаете процедуру, должно быть прям такое хорошее натяжение. Это как раз-таки позволяет нам не заглубиться, не сделать такие слишком плотные брови. Также меняю направление иглы и вот так вот распыляю. Подбираясь к началу брови, мы уже свой вход, так скажем, делаем больше, чтобы здесь уже не было так плотно, не было никаких прям четких линий. Потому что начало брови, оно должно быть прям максимально светлым, что ли, не таким плотным. Потому что когда делают очень плотное начало брови, сразу и взгляд как-то такой прям грубоватый становится. Все это дело очень хмуро смотрится, поэтому прям легко-легко проходимся. И также направление иглы меняю. И прям самое такое ответственное место – это вот эта вот вершина
она должна быть прям очень легкой. Потому что такими более вертикальными движениями уже делаю россыпь. После процедуры брови у нас выглядят, да, довольно-таки широко, но потом все это дело сходит и остаются прям такие хорошенькие бровки. Поэтому не боимся выходить за границу, если вы изначально отрисовали прям такой эскиз с четкими границами. Все равно вот эта растушевка, она, как правило, не ярко приживается. Давайте посмотрим, какой у нас остаток. Так, прям вообще супер. Хорошо, уже осталось прям чуть-чуть. Нанесем вторичную анестезию. Вторичную анестезию Corona Colors очень классная, так же, как и TKTX или Sustein. Замораживает хорошо. В принципе, я довольна. Я вот так вот в колпачок наливаю анестезию, сколько мне надо. Эта анестезия также хорошо выбеливает. У нее также в составе есть адреналин, который поможет нашему пигменту взойти наверх. На второй бровке я проделываю то же самое. Также учитываем, что наш хвостик не должен быть прям таким четким, он также должен быть воздушным. Самое любимое выражение всех мастеров по перманентному макияжу, мне кажется, это лучше не доделать, чем переделывать. Ну, я считаю, что лучше уж не доработать, лучше уж пусть будет такой прям натурель остаток, чем какие-то заглубления. Потому что в начале моей работы первое время у меня была такая же проблема, как у всех, это не было остатка. Но потом у меня, видимо, я слишком с головой в это ушла и перебарщивала очень сильно, то есть были заглубления. Поэтому нужно для себя так настроить, прям легко-легко прорабатывать. Лучше уж пусть чуть-чуть, чем много. Кстати, когда на вот эту машинку Defender Onyx используешь вместе с картриджами Defender, они прям в тандеме работают, и это такие прям классные звуки получаются. Все так тихо, классно. Когда ставишь другие картриджи, все равно не такой приятный звук получается. Вот я уже подхожу также к началу. Здесь я тоже прям легко-легко провожу нижнюю линию и от нее уже также растушевываю. Кстати, вот на дальней брови я всегда стараюсь работать еще легче, чем на ближней, потому что есть такой момент, что на дальней брови может пигмент плотнее, так скажем, лечь, потому что, я не знаю, какое-то, видимо, напряжение, что ли, и может получиться темнее, чем это. Поэтому, если у вас есть такая проблема, соответственно, мы учитываем это и работаем легче. Анестезию убираем. Видите, как прям выбелила кожу? И у нас все видно. Уже прям совсем чуть-чуть надо добавлять. Мы уже приступаем ко второму проходу, и здесь уже полностью идет упор на то, чтобы расставить такие тени, полутени. Самое яркое место в брови — это у нас изгиб, то есть он у нас самый темный получается, ближе к хвостику уже чуть посветлее все равно делается, и, соответственно, начало такое прям полупрозрачное должно быть. И здесь уже я, как правило, начинаю не с хвостика даже, а именно с нашего изгиба, чтобы сразу расставить такие акценты. Также немножечко линию себе делаю. Здесь уже, кстати, вот убавляем наш вольтаж, потому что уже будем растушевывать все это дело. Так, прямо здесь плотненько-плотненько работаем, таким коротким шагом. И не забываем менять направление нашей иголочки. Если вам удобно саму иголку вот так вот передвигать, пожалуйста. Я обычно кручу-верчу бровь. Что касается длительности процедуры, именно коррекции, она, конечно же, быстрее, чем первичная процедура, но все зависит, опять-таки, от остатка вашего. То есть, если после первичной процедуры вы потеряли форму, вы ее не видите, конечно, по новой нужно будет отрисовывать все дело это и так уже плотненько прокрашивать. Тут у меня все отлично. Так, вот мы уже сделали такое акцентное место на изгибе, и сейчас я буду прорабатывать хвостик. Здесь уже не так плотно я все это делаю, чтобы он у нас был слегка светлее, чем изгиб.
Пришло время проверить, что у нас там получается. Вообще, при выполнении любой работы нужно как можно чаще вытирать и смотреть, что у вас там происходит, как ложится пигмент, чтобы ни в коем случае не перетемнить какую-либо зону. Если так посмотреть, у нас уже вот появляется такая растушевочка, такая пудра, воздушность есть, но ближе к нижней границе у нас имеются пробелы, поэтому мы сейчас их заполним. И можно вот даже приглядеться и увидеть, что у меня такая немножко линия читается снизу, ее нужно растушевать, чтобы она не зажила, как какая-то полоска. Такими барашками даже вот такие моменты можно заполнять. Очень классно получается. Не стоит постоянно делать только одно движение при выполнении пудровых бровей, потому что так могут оставаться пробелы, какие-то незаполненные участки. Оно нам не надо. Нам надо, чтобы у нас бровь была прям цельная такая, без пробелов и с хорошими акцентами. Вот к этой нижней линии, которая у нас там появилась, мы ее уже не трогаем, мы от нее такими прям вертикальными движениями мы от нее вот так вот отходим. Штрих уже такой прям длинный, смелый, так скажем. Вот уже сейчас лучше становится, но еще надо поработать. Вообще, возвращаясь к теме о яркости бровей, нужно уметь донести до клиента, что после первичной процедуры мы не ждем таких прям ярких бровей, то, что там такой легенький остаток, возможно, который сам клиент даже не видит. Это совершенно нормально. Потом приходит, но оказывается, что вполне себе хороший остаток для пудровых бровей. Тем более, если изначально клиент переживает, что у него будут яркие брови. Вот я как говорила, Илина у меня, она после процедуры первичной, когда увидела свои брови, прям сразу после, она такая, ну, так же ярко не будет. Поэтому лучше пусть клиент поймет, как вообще все это заживает, как этот процесс проходит, заживление, регенерации, и потом уже на коррекции доработать все, добавить. Вот моя клиентка пришла и поняла, что она вот уже хочет бровки поярче. Поэтому мы сегодня уже плотнее работаем, учитываем желание клиента. Возможно такое, что клиент не захочет там прям супер ярко, но есть какие-то, например, пробелы по бровям. Мы уже чисто на вот эти пробелы только работаем и особо плотных бровей не делаем на коррекцию уже. Также во время процедуры не забываем иногда вставать и смотреть, как у нас вообще идут дела по симметрии, по заполнению, всему остальному. Вот здесь я вижу, что у меня немножечко уголочек, он сдвинулся, то есть ближе к телу брови стал, поэтому я сейчас немножечко вот в эту часть добавлю. Также такими прям смелыми движениями, взмахами вставляем. Сегодня я уже прокрашиваю довольно плотненько, потому что моя клиентка хочет бровки поярче. Но плотнее это не значит, что они должны быть прям очень графичными. Графичные брови, в принципе, они не выигрышно, так скажем, смотрятся. Можно сделать бровку потемнее, но чтобы она была такой воздушной. Немножко смещаю свой потерянный изгиб. Если у вас после просмотра данного ролика останутся какие-либо вопросы, обязательно пишите в комментариях, мы на все ответим, либо даже запишем отдельный ролик. Так, с хвостиком у меня уже здесь все. Вернем немножко голову. Все готово. Сейчас я уже приближаюсь к началу брови и начинаю прям размахиваться, чтобы плотность была прям на минимуме. Тем более, что после первого прохода у меня здесь уже хороший остаток. Буду добавлять чисто тени только. Так, вот здесь у меня пробелы имеются. Такими же движениями. Горизонтально, вертикально, вот так прокрашиваю все. Как вы можете видеть, здесь не такая прям ровная линия. Она не должна быть прям очень четкой, но она должна быть прям ровненькой. Поэтому
немножечко мы ее, как мы видим, здесь у нас немножечко я не дощипала, нужно будет убрать эти волоски, и вот эта линия, в принципе, она у меня и выровняется. Сейчас она кажется такой, как будто немножечко неровной. Если вам тяжело просто так, без каких-либо вспомогательных, так скажем, линий сориентироваться и нарисовать хорошую нижнюю часть, то в процессе работы вы можете себе позволить наметить белой гелевой пастой такую линию, чтобы не потерять это дело, не переборщить, не выйти за грань. Видите, у меня здесь тоже немножечко пробельчик есть. Здесь пробел мы заполняем, у нас немножечко так выбивается из общей картинки. И здесь уже мы прям размахиваемся хорошенько, не боимся. Работаем на одной и той же глубине. Здесь у вас прям натяжение должно быть очень хорошее. Я уже к вот этой своей нижней линии, можно сказать, не подбираюсь, потому что у меня уже есть такая там наметочка, и если я еще туда зайду, уже будет слишком темно. И вот мы уже добрались к началу брови, и здесь прям я люблю делать такие движения, то есть как будто такой полукруг вырисовывать, чтобы головка нашей брови была прям плавненькой-плавненькой. Не слишком квадратный, не слишком круглый, такой прям аккуратный, и чтобы гармонично смотрелось. И, соответственно, эту сторону тоже можно сделать так же. И от нее уже я отхожу. Я обычно при выполнении пудровых бровей люблю сначала работать по нижней части, именно вот в теле бровей. Потом уже только приступаю к растушевке верхней части. Мне как-то так проще ориентироваться. Так я уверена, что я не сделаю лишнего, не переборщу. Поэтому я сначала прорисовываю вот это вот начало брови, головку, потом уже только приступаю к верхней части. Так легче ориентироваться, мне кажется. И понятно, сколько нужно добавлять еще. В процессе создания пудровых бровей диапазон вольтажа у меня составляет примерно от 3,6 до 4,2, где-то так. Если ставить больше, уже получатся такие линии, это нам не надо, мы выполняем пудру, поэтому максимально минимально. Вот уже можно проследить, такая вот пудрочка у нас получается. Вполне себе реально короткоходом и острой заточкой сделать пудровые брови. Проверим себя. Все, у нас эта бровка уже готова. В конце процедуры мы еще сядем, все это дело сидя посмотрим. И, если что, будем уже добавлять. Пока приступаем к следующей бровке. Опять же, при заполнении хвостика и изгиба по нижней части мы можем себе позволить выставить вольтаж чуть быстрее, чуть больше, потому что у нас все равно в этой части должно быть немножечко плотнее. Потом уже, когда будем подниматься кверху, мы убавим его. Вот мы и завершили нашу работу. Надеюсь, это видео было информативным. И, как вы видите, у нас получилось сделать супер воздушные легкие брови на короткоходной машинке и с помощью иглы с острой заточкой. Еще раз напомню, если у вас остались вопросы, обязательно пишите в комментариях, мы на все ответим или даже запишем отдельный видеоролик. Ну а мы увидимся в следующих выпусках. Пока-пока!